Холодный туман окутывал небоскребы Бостона, превращая стеклянные фасады в полупрозрачные призмы, сквозь которые еле пробивался серый свет утреннего неба. В этом призрачном мире высоких технологий и финансовых амбиций империя Роберта Ван Хорна дрожала на краю пропасти. Новостные заголовки уже несколько дней предвещали катастрофу. Акции падали, инвесторы отзывали средства, а федеральный суд готовился вынести судьбоносное решение. В здании суда царило напряженное молчание, нарушаемое лишь шелестом бумаг и редкими шагами сотрудников. В воздухе висел запах старых томов и холодного мрамора, а полированные коридоры отражали тревогу, будто сама архитектура боялась грядущей развязки. Роберт Ван Хорн сидел на тяжелом деревянном стуле, почти сливаясь с его темным корпусом. Его взгляд был устремлен в пол, лицо безэмоционально, но внутри бушевал шторм. Страх, бессилие и горечь от предательства собственных людей. Самый дорогой адвокат Ван Хорна, человек, который обычно мог развернуть любую юридическую паутину в свою пользу, исчез бесследно за час до заседания. Никто не знал, куда он пропал, звонки оставались без ответа, помощники пытались найти его в панике, но тщетно. Миллиардер остался один, наедине с обвинениями, которые грозили разорением и потерей репутации, над которой он трудился десятилетиями. Судьи и прокуроры, привыкшие к сухому ритуалу формальностей, настороженно наблюдали за происходящим, когда вдруг тишину нарушил тихий, но необычайно уверенный голос. 12-летняя девочка с рыжими волосами, собранными в небрежный хвост, и потертым рюкзаком на плечах, вышла на середину зала. Люси Миллер, дочь уборщицы, которая много лет трудилась в офисах Ван Хорна, выглядела совершенно неподходящей для этого места, но в ее глазах горел свет решимости. Судья Артур Ллойд, человек с суровым взглядом, многолетним опытом и привычкой доверять только фактам, сначала окаменел от неожиданности. Никто и подумать не мог, что ребенок осмелится вмешаться в процесс такого уровня. Тем не менее, его интерес взял верх над консерватизмом. Он позволил ей говорить, наблюдая за каждым ее жестом, как за странным, но интригующим экспериментом. Люси не была юристом, не знала законов, процедур и судебных хитростей. Но у нее было нечто более ценное – внимание к деталям. Она провела долгие часы, пока ее мать убирала офисы за изучением документов и системных журналов компании. Девочка заметила то, что взрослые проигнорировали. Странные временные аномалии в цифровых записях, нестыковки между официальными отчетами и внутренними логами системы. Ее маленький разум, свободный от бюрократических предубеждений, увидел закономерность там, где эксперты видели лишь хаос. Она изложила свои наблюдения с поразительной ясностью, аккуратно указывая на несоответствия, показывая, как каждый файл, каждая метка времени свидетельствует о том, что настоящий преступник тщательно подставил Ван Хорна. Медленно атмосфера в зале менялась. Сначала удивление, затем растущее напряжение и, наконец, осознание истины. Роберт Ван Хорн, сидя на своем месте, почувствовал, как огромный груз, сковывавший его тело и разум, постепенно отпадает. Его спасение пришло не через богатство, связи или влияние, а через простую, но глубокую внимательность и смелость ребенка, который не испугался сказать правду там, где взрослые закрыли глаза. Когда дело было прекращено, зал суда будто вдохнул воздух свободы. Люси осталась стоять в тишине, смущенная и гордая одновременно. Она не стремилась к славе, ей было достаточно, что правда восторжествовала. Роберт Ван Хорн понял, что иногда самые маленькие голоса могут иметь силу, способную перевернуть мир. А бостонский туман, который еще утром казался символом надвигающейся катастрофы, теперь тихо рассеивался, словно уступая место ясному дню и новой надежде. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.